Что если я вам скажу, что аниме про охоту на монстров содержит в себе точную психологическую формулу, которая отделяет успешных людей от неуспешных, людей, которые просто существуют, и от людей, которые действительно постоянно поднимают свой уровень жизни. Такое аниме существует, и это название «Поднятие уровня в одиночку» или «Соло-левелинг». В этом видео мы с вами разберем 4 психологических аспекта этого произведения, для того, чтобы вы при просмотре этого аниме смогли забрать для себя реальную прикладную пользу. Почему видеоигры популярны? Почему они нам приносят массу удовольствия? У этого есть простой ответ. Там есть четкое понимание геймдизайна, есть четкая цель, есть четкая шкала достижения этой цели, есть четкие метрики. Эта ясность нам позволяет и удерживает наше внимание всегда в этой игре. Оно нам приносит массу эмоций и удовольствия от прохождения этой игры. Мы начинаем себя чувствовать гораздо лучше, потому что мы действительно можем влиять на результат. И этим видеоигры привлекают наше внимание. Самое интересное, что в какой-то степени мы с самого раннего детства как раз-таки все познаем именно через этот механизм, через игру, с самого раннего детства. То есть ребенок, человеческий ребенок, он никогда не знает своей функциональной задачи. Если взять в животном мире, животное сразу знает, как ему делать и почему. А человек, он как раз-таки все познает через игру. Он очень любознательный. Если нужно, он даже может поесть землю. Знаете, у многих, наверное, с детства есть такие воспоминания. Именно, когда рассказывают про это в основном взрослые. Он играет с ровесниками, он играет с родителями. И в какой-то степени человек никогда не перестает играть. Просто эта игра обретает более скрытую форму. Например, в школе мы получаем отметки, оценки. Когда получаем отличные оценки, нас родители хвалят. Когда получаем плохие оценки, родители нас не хвалят, могут даже нас как-то даже наказать. Либо взглядом, либо как-то, либо еще. И мы точно знаем, что влияет на результат, поэтому мы начинаем делать домашние задания, либо сидеть более прилежно в школе, для того, чтобы получить более хорошие отметки, чем не игра. Самое интересное, что игра на этом не заканчивается. Когда человек взрослеет, он с этой игрой сталкивается, даже будучи в карьере, ему необходимо получить какую-то должность, получить заработную плату повыше, для того, чтобы улучшить свой уровень жизни. Он знает, что он может влиять так или иначе на результат. Даже будучи, когда человек ищет в себе вторую половинку, он тоже сталкивается с игрой, потому что человеку нужно заинтересовать, человеку нужно привлечь, и с человеком нужно выстроить интересные, грамотные, гармоничные отношения для того, чтобы быть счастливым. Чем не игра? То есть в какой-то степени мы всегда сталкиваемся с игрой, а самое интересное, что, например, неотъемлемой частью жизни человека — это здоровье, а именно спорт. Всегда есть четкие метрики в спорте. Например, улучшение физических показателей, будь то жим от груди, будь то 100-метровка, либо на время пробежать марафон. Чем быстрее, тем лучше. Самое интересное, что об этом есть даже психологическая литература, игры, в которые играют люди, что человек каким-то образом взаимодействует именно в 3 ролях. А что если мы не просто играем игры, а мы действительно находимся в игре? Мы действительно находимся в некой симуляции. И такое возможно. И об этом снято уже немало фильмов. Например, фильм «Матрица». Что наша жизнь действительно является некой такой матрицей запрограммированной. И это имеет место быть, потому что есть очень много разных научных опытов. Условно, опыт про фотоны. То есть можете это изучить сами самостоятельно. Но самое интересное, что действительно даже люди науки сейчас продвигают идею симуляции, что мы находимся с вами в симуляции. И самое интересное, что такое произведение, аниме, существует. И сейчас мы с вами разберем 4 психологических аспекта, как можно применить это аниме и механики оттуда в реальной жизни. И это аниме «Поднятие уровня в одиночку». Надо понимать, что я не любитель и не сторонник аниме. Вообще я к этому тоже отношусь именно, знаете, как-то скептически. Но действительно, это произведение привлекло мое внимание. И неспроста. Потому что в ней есть
прокачка и психологические элементы, которые можно воплотить в нашей реальной жизни. Это аниме разрывает все чарты, набирает награды и является очень обсуждаемым, что набирает определенное внимание среди множества разных слоев населения. Я даже не знал, что взрослые мужчины могут смотреть с таким интересом и придыханием. Поэтому сейчас мы с вами разберем более детально. Я не буду останавливаться на всем сюжете и пересказывать вам его, вы можете сделать это самостоятельно. Я просто обращу внимание на несколько аспектов. Во-первых, они оказываются в таком мире, в котором существуют определенные врата, откуда выходят монстры. И в оппозицию им есть охотники, которые защищают обычное гражданское мирское население. И самое интересное, что все люди уже свыклись с тем, что у них в этом мире существуют определенные сверхъестественные силы. Об этом даже показывают на центральном телевидении. И охотники, по сути, являются очень большим добывающим ресурсом, потому что там есть какая-то определенная руда, элементы в какой-то степени сравнимы с газом и нефтью в нашей реальной жизни. И здесь я хочу обратить внимание, что вот эти охотники, они сразу, знаете, как-то судьбой наделены и рождаются в какой-то момент в определенном ранге. Чем выше ранг, тем выше уровень способностей, тем выше заработок и тем выше уровень признания с точки зрения всего населения. И мы видим, что в этом есть определенная фатальность. Грубо говоря, если тебе повезло, у тебя такой уровень. Если не повезло, увы, как, например, главный герой Сон Джин Ву, ты самое слабейшее оружие человечества. И знаете, это очень сильно похоже на нашу жизнь, когда, по сути, мы можем обращать внимание, что кто-то рождается в такой семье, в королевской, кто-то рождается в бедной семье, где-то под Саратовом, да? Кто-то рождается в средней семье и так далее. То есть каждый человек, грубо говоря, не выбирает там, где ему родиться. Вот как повезло, так и повезло. И тем не менее, многие, знаете, опираются на эти вещи, да, условно, не были богатыми, нежели становиться, да, условно, если я родился бедным, значит, все, я таки должен свою судьбу прожить. Если родился богатым, то, в принципе, должен продолжить эту династию, вот этот капитал дальше продолжать развивать. Это очень сильно похоже на нашу жизнь, поэтому самое главное здесь быть проактивным. И мы видим, что Сон Джин Ву, у него действительно, он не унывал, у него получалось. В какой-то степени, в любом случае, у него была задача хоть как-то обеспечивать свою маму, которая находится в очень плачевном, в плохом состоянии, да, она находится в больнице. Также свою сестру, которая готовится к поступлению в университет. Ему как-то нужно их прокармливать. Не в зависимости от того, какой у него сейчас находится там уровень, самый слабый, он все равно ходил в эти подземелья. Он не сдавался, он продолжал, даже если он получал какие-то ранения, он не останавливался, не в зависимости от тех вот испытаний, которые бросает ему его судьба. Поэтому, первое, не в зависимости от того, в каком состоянии, положении ты родился, необходимо брать на себя ответственность и продолжать двигаться. Главное, не останавливаться. И, возможно, тебе получится поднять свой уровень. Здесь мы видим, что Сон Джин Ву получил определенную силу, получил некое такое вознаграждение за свое желание, за свое рвение. Они попадают в двойное подземелье. И там, где все остальные могли брать только силой, да, здесь мы видим, что Сон Джин Ву проявил определенные качества, которые позволили ему спасти множество жизней вокруг себя. Не в зависимости от того, что он был очень слабым. Он увидел, что есть какие-то заповеди, что нужно воспевать. И принес в себя вот в некую жертву, да, чтобы остальные спаслись, и он остался там один умирать. Но в определенный момент мы видим, что он на самом деле-то, как и любой другой нормальный человек, не хочет умирать, да, то есть он действительно хочет оставаться в живых, и мы видим вот этот вот, знаете, монолог сам с собой, он делает такое намерение, и мы видим, что какие-то определенные силы, они ему помогают, то есть они видят вот это его рвение, его желание развиваться, его желание жить, его желание не сдаваться, да, помогать своей маме, помогать своей сестре, вот, ну, приносить какую-то пользу. И мы видим, что эти его желания, они окупаются. То есть он не выбирал быть жертвой, и ему была подарена определенными силами, определенная система, которая постоянно поощряет его улучшать свой уровень. И здесь я прошу обратить внимание, да, что ему не дарована была сразу такая
максимально божественной силы, что вот он сразу становится там практически таким полумифическим греческим полубожеством, да, когда он может сразу всех разрывать. Мы видим, что в этом есть определенная постепенность, и в этом есть очень большая мудрость, что важно, чтобы ты действительно постепенно приложил определенные усилия для того, чтобы улучшить свою жизнь. И в какой-то степени это очень сильно похоже на нашу реальность, да? Условно, когда человек, например, когда он даже условно выигрывает в лотерее, нам известны случаи, когда такие люди, они откатываются назад и, возможно, даже могут покончить жизнь суицидом, потому что они когда-то побывали уже на вершине, когда у них было море денег, но они все эти деньги потратили, потому что не смогли их удержать. У них не было готового мышления. Или мы сталкивались с теми случаями, когда действительно деньги портили человека, когда они быстро, или вот этот успех, популярность падали на голову человеку, и человек терял в какой-то определенной степени рассудок. Нам очень много известно кейсов, когда популярные люди, они, будучи в молодом возрасте, могли получить передозировку наркотиков, либо могли начать вести себя по-хамски, не по-человечески по отношению даже к своим фанатам. То есть в этой степени нужно именно всегда постепенность, да, нужно свой успех в какой-то степени заслужить, нужно приложить туда усилия. Мы видим, что Сон Джин Ву получает эти дейлики и постоянно растет, шаг за шагом он растет, получает вот эти задания, он их выполняет и повышает свой уровень. И самое интересное, что эта невидимая система, она действительно есть в нашей жизни, да, что ее вроде бы нет, но порой вот мы видим, что спортсмены, да, для того, чтобы получить олимпийское золото, они очень много работают, стараются, да, они же не видят этот прогресс, он только вроде бы на весах где-нибудь, на каких-то метриках там, да, но он все равно невидимый, неуловимый, то есть ты можешь его только представить. На самом деле, в реальной жизни то же самое, порой какие-то нетривиальные вещи могут повлиять на твой успех, на твой заработок, на твои отношения, и в любом случае нам нужна дисциплина, нам нужно простраивать определенные гипотезы, цели и путь к этим целям, вот, для того, чтобы добиться успеха. Поэтому дисциплина очень важна. Но самое интересное, что мы видим, что не в зависимости от начала и конца, Сон Джин Ву всегда нуждается в людях. То есть в самом начале мы видим, что ты не можешь спуститься в подземелье один. Тебе всегда нужна команда. Поначалу эта команда всегда спасала его, да, что он всегда был на каких-то третьих затворках, что он еле как там выживал, да, и ему там помогали, его лечили. Но в последующем, когда Сон Джин Ву поднял свой уровень, вот эти гильдии, они начали охотиться и за ним. А зачем вообще нужны гильдии? Вы никогда не задумывались? На самом деле, это тоже очень важно понять, что у каждого человека есть своя определенная суперсила. Есть тот, кто лечит, есть тот, кто пробивает как танк, есть тот, кто маг, может быстро навести магию. И каждый на своем аспекте выполняет определенную задачу. Таким образом, они могут победить всех монстров. Это очень сильно, знаете, похоже на определенную футбольную команду, когда есть множество разных амплуа. Есть вратарь, есть защитник, есть полузащитник, есть нападающий. И каждый имеет какие-то определенные способности и имеет очень важные задачи. Благодаря этому, выполняя их, команду приводит к победе. И мы видим, что сначала Сон Джин Ву в них нуждается, затем гильдии за ним охотятся. Но в любом случае окружение очень важно. Даже когда Сон Джин Ву начинает прокачиваться, мы видим, что у него есть невидимая армия, которая ему помогает. В любом случае это команда, в любом случае это окружение. Мы видим, что Сон Джин Ву получил силу через двойное подземелье, и он, по сути, сделал такой феномен, как двойное пробуждение. И мы видим, что вот эти все самые сильные охотники, они объединяются в гильдии. И это неспроста. И мы видим, что Сон Джин Ву действительно прокачивается через систему. Такое место в действительности есть. Проект пробуждения. Там есть определенная система, которая позволяет постоянно прокачивать себя в разных сферах жизни. В доходах, в отношениях, в уверенности в себе, в здоровье, в спорте и так далее. То есть это объединение, это сообщество, где есть люди с разными нишами, где все друг друга прокачивают, где есть общие задания, и я, как коуч, психолог, помогаю делать разборы, помогаю дать вот эту методологию, через которую все системно прокачиваются изо дня в день. Самое главное, что это доступно, это такая некая гильдия, и это называется пробуждение, для того, чтобы ты, как Сон Джин Ву, получил некое такое двойное пробуждение. Чтобы узнать подробности,
Переходите по QR-коду, который будет здесь, либо по ссылке в описании. Пробуждайтесь. Прошу обратить внимание на невидимый мир, да, и вот эту невидимую армию, когда Сон Жин-Ву побеждает своих противников и может присвоить себе их силу, может подчинить их волю и поставить их в ряды своей армии. Как это может действительно отражаться в нашей жизни? Знаете, на что это похоже? Это похоже на вызовы, которые бросает нам судьба, задачи, которые бросает нам судьба, и решение этих задач. Каждая решенная задача, каждое достижение на самом деле падает в нашу копилку, невидимую копилку. Но каждая вот эта копилка, она является опорой для человека. Условно, человек победил какую-то олимпиаду, он получил бонус. Человек увеличил какой-то свой доход, он получил бонус. Человек поставил цель, достиг ее, он получил бонус. Человек кому-то помог, он получил бонус. То есть, знаете, все это делает невидимую армию за спиной. Или человек изучил внимательно свой род, да, он изучил свой род, свои поколения, которые были до него. Все, что человеку может помочь опираться, все, что человека может повысить в рамках его уверенности, это его победы, это его заслуги, это знания какие-то о себе и об этом мире. Все это помогает взрастить эту большую армию за собой. Поэтому очень важно совершать эти победы. И у меня есть такая, знаете, знаковая фраза. Я считаю, что победы сегодня куют будущие победы завтра. Что это означает? Что победы сегодня, которые ты проделываешь каждый день, проснулся утром, сделал спорт, сделал какие-то полезные привычки, сделал свои задачи, которые ты запланировал, это делает тебя сильнее изо дня в день. И вот эти победы сегодня, они куют победы завтра, потому что твой уровень сегодня поднялся, а завтра, даже если будет монстр большой с каким-то большим уровнем, ты сможешь его одолеть. И знаете, в какой-то степени вообще вот это подземелье, уничтожение вот этих монстров даже похоже на Данте. Об этом есть видео здесь, когда человек попадает в кризис, и проходя этот кризис, сначала он может терять сознание, сначала ему очень плохо, он начинает улучшать и повышать свой уровень. И мы видим, что Данте Алигьери в «Божественной комедии» тоже проделывает этот путь. Или даже Трамп, когда сталкивается с этим кризисом. То есть это находит очень широкое применение в реальной жизни. И это был третий аспект. Давайте, конечно же, перейдем к четвертому. Четвертый аспект – это иллюзия поднятия уровня. Мы с вами живем в эпоху капитализма, в эпоху Инстаграма, когда мы уже видим конечный результат человека. Например, человек получил какой-то успех, и нам он кажется сиюминутным. Но на самом деле мы не знаем, какой бэкграунд он прошел, через что он прошел, как он прокачивал свой уровень, как Сон Жин-Ву выполнял вот эти дейлики, очень много старался, пережил, по сути, свою смерть, выполнил очень множество заданий. Но нам кажется этот успех сиюминутным, потому что мы видим уже конечный результат. По сути, это очень сильно реально похоже на вот эту картинку. Там олимпийский чемпион получает золотую медаль, и мы не видим вот этих его заслуг, да? Мы не видим всех вот этих тренировок, боли, чем ему пришлось пожертвовать для того, чтобы получить вот эти победы. Очень важно понимать, что успех, он никогда не бывает простым. Это всегда определенная работа, это всегда что-то на чаше весов. Необходимо всегда чем-то пожертвовать. Иногда это тренировки, иногда это время, энергия, отношения с кем-то. То есть всегда необходимо чем-то жертвовать. Условно, если вы хотите завтра быть стройным, здоровым человеком, то вам нужно пожертвовать вот этим желанием поесть фастфуд, желанием поваляться, да, когда вам нужно выйти на спорт. То есть, когда вы хотите стать образованным, интеллектуальным, то вам необходимо учиться, прикладывать на это усилия. А не хочется. Хочется постоянно играть вот эти иллюзии, да, смотреть рилсы и тиктоки и думать, что что-то меняется. Но в жизни ничего не меняется. Поэтому очень важно быть методичным, очень важно быть последовательным. И нам иногда кажется, что успех может быть сиюминутным. На самом деле ничего хорошего не сулит. Всегда все должно быть последовательно. Вот знаете, это даже имеет место быть в теологии, в авраамических религиях. Например, Моисей, когда он стоял на горе Синай,
он был один из тех пророков, который действительно мог разговаривать с Богом напрямую, не через посредника в виде ангела. И здесь есть интересный один момент, на который я хочу обратить внимание, что в один момент, в один миг он хотел увидеть Бога. То есть он столько с ним разговаривал, он захотел увидеть Бога. Он был очень таким любознательным, да, пытливый ум. На что Бог ему ответил, что ты не выдержишь. Но он в любом случае хотел: давай, я очень сильно этого хочу, желаю тебя увидеть. И как только Бог кинул только один лишь миг, один лишь свой лик, то он в этот же самый момент потерял сознание, а проснувшись, он увидел, что гора, которая была рядом, она была полностью уничтожена. Вот видите, что это огромные силы, которые даже не был готов, там, один из высочайших людей, один из самых больших уровней, да, если так можно соотнести пророков, а я думаю, можно. И в какой-то степени успех, он не должен быть сиюминутным, нужно быть к нему готовиться, нужно быть к нему готовым для того, чтобы остаться человеком. А об этом тоже есть видео на канале, как получить успех, как разбогатеть и остаться человеком. Это видео про игру в кальмара. В общем, это была рубрика «Коуч объясняет». Ждите следующих видео, подписывайтесь, оставляйте свой комментарий и ждите следующих видео. До скорых встреч!